видно? Смотрите. Да. Не темно? Может быть, сюда встать? Смотрите, Да нет, сюда. мне видно все. На камере. Угу. Значит, берется палантин и берутся самые-самые края. Девушки, извините, пожалуйста, показываю буду быстро. И все, на да, камеру. все смотрят. Значит, берете самые-самые края, берете зажим. Грамотно называется он сьюзен, а не грамотно стульчик. Сидушка и спинка. Спинку стульчика большим пальчиком продеваете, раскрываете, закрываете. Берете за зажим и переворачиваете на плечо. Значит, плечо у нас закрыто полностью получается. Здесь у нас получается кончик. Шикарно. Плечо Всё. закрыто. Спина у нас тоже полностью закрыта. Жарко. Поднимаете одну сторону, спускаете. И если животик есть, Скрыли. животик, делаем меньше вот эту часть. Зрительно мы меньше себя уменьшаем. То есть вот такой вот вариант. Дальше. Любой палантин трансформируется в тонкий шар. Вокруг шеи обвязали. Вытащили вот эту петлю. И вот в эту петлю продеваете вот этот кончик. Вот у вас получается вот такой вот узелок. Девочки, смотрите, а то не ворочается, не переворачиваться к вам. Значит, дальше. На счет раз, на счет два. Раз, два. Завязывайте кончики бахрому или как. То есть можно шейку открыть, можно шейку закрыть здесь. Вот такой хаотический беспорядок. Размер головы. И плетем косу. Правую руку нужно положить на левую, крест-накрест. И развернуть к себе. У вас получается ободок и два хвостика. И вот этот ободок вплетаете между этими хвостиками. Вот таким вот образом вплетаете. И тем самым вы не делаете ни больше, ни меньше. То есть ободок как есть, так и есть. То есть вот не уменьшается, не увеличивается. Вот таким вот образом вы его закручиваете. Доплетаете до конца. И вот эти кончики вы завязываете обыкновенным узелком. Самым обыкновенным узелком. Крепко. Что получилось? Вы выдеваете Хомут. на Красивый. под капюшончик. То есть сняли куртку, остались так, в принципе. Это получается у вас как отдельная тема, отдельный аксессуар. Значит, платок подбирается не под одежду, а подбирается как перчатки, туфли, сумку. Значит, дальше. При плохой погоде переворачиваем эту косу назад, вот таким вот образом. Одеваем как ободок. И вот этот ободок вы раскрываете у себя полностью на голове, девочки, вот так вот. Вот эту часть закрываем. Получается Вот шапочка. вот такая вот шапочка. Шикарно. Дальше смотрите. Значит, берем платок. Вот тот же самый платок. И завязываем такой же узел, как я вам показывала на палантине. Вокруг части. Отвернули, вытащили петлю, продели этот кончик. Вот у вас получается тот же вариант. Дальше. Но узел совершенно уже другой. То есть не такой пушистый, как я вам показывала на шарфах. Здесь вы вообще не стали завязывать. Нет, я его завязала точно так же. Раз. Петлю тоже, да. Но вы ее просто потом... Все то же самое. Только Просто в другую сторону. он просто совершенно по-другому смотрится на платье. Дальше вокруг шеи закрутили, раскрутили, развязали вот эту часть, разобрали. И взяли серединку. В дальнейшем, я, девочки, буду на палантине показывать на зажиме, все в серединке. Берем серединку везде. Только на палантине края. И большим пальчиком продеваете. Продели, раскрыли, закрыли. То есть, получается, плечико, это у вас закрыто, не плечико, это шея полностью. Дальше, из такого платка делаем маленький платок. Завязываете. Шейный делаем, узелок. Этот сюда кончик. Этот кончик сюда. А этот продеваем сюда. То есть я вам показала, как говорят, в дальнейшем я буду показывать. Вот вам получился маленький шейный платочек из большого-большого платка. Дальше. Вот все уже смотрела, сейчас как первый раз. Берете платок. И положим. Завязывайте вот эти концы, девочки. Вот эти кончики. Здесь завязали кончики, просто кончики. Так. Не спешите. Завязывайте вот эти кончики с одной стороны. И также завязывайте с другой стороны. Вот такого, по-моему, еще сегодня не смотрели. Два конца. Да. Завязали. То же самое вы завязали на палантине. Взяли палантин и завязали.
Вот вам как вариант, как вы можете выйти из положения, если, предположим, плечики у вас горели. Или какой-то очень открытый сарафанчик. Как Фигаро. вариант. Не сваливается с рук и намертво сидит у вас на плечах. Дальше. Если, Какой вы материал берете, а? Обалденно. как я говорю, я вот такой все в корзинке летом носила. Для чего? То есть плечики сгорели, пожалуйста, завязала. Дальше. Одеваем. Нету панамки, нету шляпки, ничего нет, нищие. Ничего нет, но есть шарф. И шарф вообще Завязывайте. очень удобно. Вот таким вот образом. Как спасение. Узлов здесь нет. Крест-накрест. Одну часть вот так вот закручиваем. Завязали. Вот таким вот образом у вас получается. То есть как вариант, как палочка-выручалочка. Дальше. Берете, одеваете шарф на плечики. И завязываете вот такой вот узелок один. То же самое мы делаем на палантине. И вот этот кончик, не все, а кончик, продеваете снизу. Сюда. Вытаскиваете. Этот можно затянуть, чтобы он у вас не распустился. Как вариант. Дальше. Класс, да? Да. Берете шарфик, и как я вам показывала, опять-таки, ничего, что он легенький, ничего, опять возвращаясь к тому узелку. А если он не легкий, все равно будет так хорошо лежать или Я нет? вам сказала, очень эффектно на палантине лежит. На шарфах делать. Тот же самый вариант на шарфике. Вот этот, пожалуйста. Как я вам показывала на палантине. Легко и комфортно, то есть он идет. Тот же самый, как я показывала на палантине. Раз, два. Подвязали. Тот же вариант. Дальше. Накидываете его на плечики. И берете серединку, опять серединку. Совместили. Продеваете большим пальчиком. Раскрываете, закрываете. Девочки, на плечах не должно быть, это не тепло. С плеч убираем. То есть получается вот такой вот вариант. Под пиджачок у вас получается манишка. То есть это как вариант. Перевернули на плечо. Вот вам еще один вариант. Взяли за кончики. То есть опять мы расправили шарфик, одели на плечи. И взяли за эти кончики. И завязали обыкновенный пионерский узелок. У кого грудь большая, то делайте где-то на животике. У кого грудь, как у меня, то есть или маленькая, то есть средняя, то подвязываем под самой грудью. Тем самым зрительно мы можем увеличить грудь. То есть вот таким вот образом. И опять-таки закрыть те места, которые нам не где-то капнули что-то. Перевернули. Вот вам еще. То есть следующий вариант. Фотография тоже здорово. Берете, особенно это актуальный вариант, галстук, когда у кого одевают пиджачок или кто апаш-воротник. 4 пальчика. 4 пальчика завязываем обыкновенным узлом, самым обыкновенным узлом, не каким-то хитромудрым. Перевернули ладошку. И сверху, как растет рука по направлению руки сверху, вы его продеваете. Продели. Раскрыли. Если есть какие-либо бусы, можно бусы продеть, будет более женственный вариант. Или праздничный. Дальше берете бусы. Бусы могут быть короткими. Я делаю из длинных, делаю короткие. Бусы должны быть вот здесь короткие, распущенные. Берете шарф или платок. Платок тоже сложен, как галстук, предположим. И вот таким вот образом распущенные бусы вы обкручиваете. Вот таким образом. Обкручиваем. Сейчас я побыстрее это будет, на себе закручу. Значит, закрутили. Значит, бусы короткие. Мы их закрутили, и вот здесь теперь мы их застегиваем. Вот на этом месте. Раз, и застегнули. Дальше. Завязываем полуузел. Полуузел это не до конца. Это вот такой вот полуузел. Это не до конца завязываем. Верхнюю часть подобрали, просто собрали, имитируя бант. Там не надо как-то там прыгать, просто собрали и все. А нижнюю часть кидаете за бусы, вот туда, за бусы. И вот этот кончик можно так оставить, но да? лучше его вот сюда же и продеть. Вот у вас получается еще один вариант. То есть любая самая интересная вариант. блуза будет в это, что вы не будете смотреть сюда, вы смотрите на платок, как он одет. Дальше. А что-то же вы присборивали тоже, да, Ничего, сегодня? только передняя часть шарфа.
Сейчас еще раз показываю. Значит, без бус просто показываю. Вот он, одевается. Полуузел и верхнюю часть шарфика собираем. Вот, собрали ее. Нижнюю кидаем за бусы. И вот этот кончик продеваем сюда. То есть, как вариант, можно одеть и без бус. Дальше. Эффектнее, конечно. И так хорошо, и так. Сейчас, девчонки, покажу вам, сейчас я спущу. Сейчас это будет опять. Так, смотрите дальше. А я шарф вокруг шеи и пошла. Сейчас. Теперь будем знать. Конечно, минуту. Так, собираете. Собираете ширину. Собрали Вот ширину. это я хотела еще, да. Ширину. И сюда же Это тоже на собираете- палантине тоже пойдет? Да. И на платке, И на платке, и на палантине. Все можно сделать, пробовать. Собираете ширину и сюда же собираете длину. Но длину вы собираете не до конца. Оставляете 1/3. Взяли это в левую руку. А ни в коем случае не за этот кончик, то есть не за этот мы не берем. А берем вот так вот, чтобы получился треугольничек. Вот так не махаем, махать не надо. Будет вот такой бугор, и не знаете, что с него сделать. Берете вот таким образом, вот она петелечка, и вот в эту петелечку вы продеваете то, что вы собрали в левой руке. Затянули. Получилась розочка у вас. Вот вы его распустили. Подожди. И смотрите, вы делаете все то же самое, что я сделала на этом, вы делаете на платке. на платке интересно. Кто меня там толкал? Вы делаете на платке, на платок вы собираете одну сторону, Ну, я вот шарф купила, с ним что делать? и Видишь? вторую сторону собираете. Две стороны подряд. 500 рублей. Да, полностью две стороны. Ага. Полностью сейчас пошло, да. Опять тоже треугольничек. Также вы делаете петелечку. И вот в эту петелечку вы продеваете то, что вы собрали. На камеру. И раскручиваете. Шикарно. То есть у вас получается все тот же вариант. 600 рублей девочки. Вот эти 600 рублей. Спасибо большое. Так, берете пополам, сложили платок. И взяли по диагонали за концы. И просто поднимаем. И он сам складывается. Завязали. Переворачиваете. Девочки, какой вы хотите? Секундочку, выключите сейчас. Все.